Les zones assurées, ce sont celles que la Russie a conquises dès 2014. C'est sa première guerre d'agression. Турция может стать без НАТО просто Анкарой. Макрон берет оборону Европы в свои руки. НАТО пришел конец, пишет «Политика» со ссылкой на незваного европейского дипломата, объяснив это тем, что президент России Владимир Путин и его американский коллега оба хотят разрушить Европу. Как пишет в этой связи турецкое издание «Хюриет», это начинает волновать Турцию, второго по значимости члена НАТО, которое предполагает на первом этапе пока только раскол в альянсе. В результате делается вывод, что турецкие отношения при новой администрации Белого дома оказываются в зоне большой неопределенности. Турция стала 13-й страной НАТО, вступив в альянс вместе с Грецией в 1952 году в рамках первого расширения альянса. При этом Анкара, адаптированная к условиям работы в этом блоке, всегда остро чувствовала разные ветра, дующие в альянсе, не раз пыталась использовать его ресурсы в целях достижения своих геополитических целей на Ближнем Востоке. И когда у нее ничего не получалось, она не раз забрасывала информационные шары о своем выходе из альянса, что воспринималось в Брюсселе как шантаж. При этом в последнее время сам факт даже неофициальной постановки такого вопроса являлся катализатором для изменения отношений США к курдской проблеме. Потом Анкару стали атаковать извне. В мае 2022 года американский историк и президент аналитического центра Ближневосточного форума Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО по причине политики страны по ряду вопросов. С 1952 по 2002 год Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим, писал Пайпс. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция. Она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России, став ее секретным оружием в блоке. В этой связи Турция выходила даже с предложениями создать альтернативный военный альянс для тюркских и исламских стран. Но это относилось к категории информационных игр. Теперь все несколько иначе, когда политика Трампа в регионе, особенно в отношении Газы и Сирии, стала вызвать серьезные разногласия между Анкарой и Вашингтоном. Более того, в Анкаре находятся в полной растерянности в отношении политической линии Трампа на Ближнем Востоке, которая, по мнению турецких экспертов, вводит политическую систему региона в зону мощной турбулентности. Поэтому Анкара, как предполагает газета «Cumhuriyet», должна быть готова к разным сценариям. Первый. Вместо НАТО в Европе формируется военно-политический блок Франция-Германия с подключением некоторых других европейских стран, но без Турции. Второй. Может появиться новая граница по оси: Греция, Эгейское море, Крит, Южный Кипр и Израиль, к которому могут присоединиться в первую очередь номер один союзник Франции на Кавказе Армения, а затем и Грузия, даже не считая то, что у Тбилиси сейчас трудные отношения с Западом. Третий сценарий. На Кавказе и в Средней Азии усиливается влияние Франции и ослабевает присутствие Турции и той же России. Одновременно укрепляется армяно-иранское сотрудничество и его переход к стратегическому партнерству, что тоже чревато для Турции. Наконец, четвертый сценарий. Анкара должна быть готовой к тому, что Запад будет принуждать ее к желаемой политике, угрожая распадом. Так что НАТО без Турции уже не НАТО, но и Турция без НАТО становится просто Анатолией. Пока же приходится дожидаться, когда, как и кто, станет перерезать натовскую пуповину у Турции. На этом фоне, когда у Трампа непонятные претензии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президент Франции и просто лидер Европы Эммануэль Макрон сделал очень много жестких заявлений и заступился за Украину, что мы и предсказывали в своих вышеуказанных вариантах. Макрон, как говорят, идет доказывать словами и делом и берет все в свои руки. В частности, вчера Макрон заявил, что Франция возьмет на себя всю ответственность за мир и безопасность в Европе. «Я гарант. Мы поддерживаем Украину», — сказал президент Франции Макрон. А сегодня он в прямом эфире отвечал на вопросы своих подписчиков. Макрон подробно говорил о начале конфликта на территории Украины, упоминая, что ежедневно погибало до 1000 человек, а общее число жертв превысило 1 000 000. Он отмечает, что ситуация остается сложной и требует прочного и надежного мира,
который можно достичь дипломатическим путем. По его словам, Трамп должен обеспечить такой мир, который будет устойчивым как для Украины, так и для Европы, поскольку США – их союзник. Макрон подчеркнул, что все европейцы и Канада должны рассчитывать на прочный мир. Он также говорил, что Россия, находясь далеко от США, представляет угрозу прежде всего для Европы. Это единая европейская позиция. Мы хотим мира в Украине, а не прекращения огня. В этом вопросе не должно быть никаких уступок в пользу России, заявил президент Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никто не может сказать, что Украина не имеет права вступить в НАТО или Европейский Союз. Он заявил, что Россия уже глобализировала войну в Украине, манипулируя выборами в Европе, размещая на местах войска Северной Кореи, организуя кибератаки, сотрудничая с Ираном. Макрон еще раз подчеркнул, что мирный процесс в Украине важен для Европы. «Мы хотим мира, а не прекращения огня, которое означает сдачу Украины», сказал Макрон, отметив, что в этом вопросе не должно быть никаких уступок в пользу России. Макрон считает, что необходимо ужесточить переговоры по Украине между Россией и США, которые усилились между Россией и США, а европейские государства не хотят оставаться за столом переговоров. Президент США Дональд Трамп. Я скажу это. Вы не можете быть слабыми против Путина. Это не вы, это не ваша концепция, это не в ваших интересах. Если вы будете слабым против Путина, то тогда как вы можете противостоять Китаю? Президент добавил, что мирные условия в Украине важны для европейской безопасности и необходимо принять сдерживающие меры безопасности, чтобы предотвратить нападение России на другую европейскую страну, а также затронул вопрос о членстве Украины в Европейском Союзе и НАТО. Заявления Макрона прозвучали в то время, когда администрация США утверждает, что Украина не должна быть членом НАТО. Дипломатические контакты по поводу мирных переговоров в Украине участились, а гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине в случае возможного прекращения огня, стоят на повестке дня европейских государств. А также он добавил: «У нас профессиональная армия. Сегодня наш приоритет – это наш суверенитет и наши союзники», сказал Макрон, подчеркнув новые возможности французской армии. Он говорил о социальных сетях, которые являются источником демократии, но, кроме всего прочего, несут риски, так как иногда распространяют ложные нарративы с помощью непонятных алгоритмов от злоумышленников. В Европе мы должны работать вместе, чтобы создать новую оборонительную и экономическую систему. Европа – это мощь, это наука, исследование и экономика, сказал Макрон. Обратная сторона медали – это прочный мир для всех союзников, говорит Макрон о Трампе, подчеркнув, что Трамп и новая администрация ищут пути к миру. Во время прямого эфира пользователь задал ему вопрос: почему Франция помогает Украине, когда в стране столько проблем? Макрон подчеркнул, что многие проблемы уходят еще со времен ковида. Затем он сказал, что ведется борьба с безработицей, проводятся работы в сельскохозяйственном секторе, экономике и других областях. Но позже он добавил, что мы помогаем Украине, потому что если Россия победит, то это будет стратегическая победа, и она пойдет дальше, в Европу. Макрон сказал, что удваивает военный бюджет. Он добавил, что французское ядерное сдерживание всегда присутствует, и что с самого начала, вопреки прежним утверждениям, генерал де Голь понимал, что Франция не может обеспечить свою безопасность в одиночку и может сделать это только совместно, за счет альянсов. Поэтому да, после обсуждений с несколькими партнерами, в ближайшие месяцы и годы надо работать над усилением этой солидарности и решить, как именно это будет осуществлено. В ответ на вопрос пользователя о Польше, Макрон сказал, что она находится на границе с Белоруссией, и Россия разместила там военных, особенно много ракет, угрожающих польской территории. Так что Польша находится на передовой. Все страны, находящиеся на передовой, тратят 4-5, а иногда и более 4-5% своего ВВП, тогда как Франция тратит 2%. Макрон напомнил, что в 2017 году они тратили гораздо меньше, но теперь придется увеличивать эти расходы. Нужно будет увеличить как национальную долю, так и долю на уровне Европы. Все должны учитывать это, чтобы иметь возможность позволить себе такие расходы.
Он подчеркнул, что европейцы расходовали такие средства в 60-е, 70-е и 80-е годы, то есть в период Холодной войны. Макрон отметил, что все европейцы забыли об этом времени, но эти расходы были дивидендами мира. Таким образом, Макрон уже открыто показывает и говорит, что берет безопасность Европы в свои руки, неформально возглавляя себя лидером Европы. Отметим, что в этом контексте Пашиняна можно назвать гением. Пока весь мир был сосредоточен на России и США, Никол укреплял связи с Европой и Ближним Востоком. И сейчас, если Трамп решит сбросить нас вместе с Азербайджаном обратно в Советский Союз, у нас есть поддержка как минимум со стороны Франции, которая берет на себя роль лидера Европы, к которой она всегда и принадлежала идеологически и культурно. У нас есть большая военная поддержка со стороны Индии, стремящейся стать лидером глобального Юга, и Ирана, который, несмотря на кризис и сложности, остается на пути к становлению ядерной державой. В противном случае сценарий был бы проще. Трамп нас оставляет в пакете с другими странами, а затем нас начинают воспитывать с помощью Алиева в условиях отсутствия союзников. А как это происходило с 2020 по 2023 год, мы все видели. Не факт, что Трамп нас сольет. Это лишь потенциальная опасность с высокой вероятностью. Но то, что мы в какой-то мере хеджируем этот риск, уже само по себе является большим достижением. Ведь раньше мы риски не хеджировали, а складывали все яйца в одну корзину. И эта корзина в итоге нас и подводила. Но теперь Армения знает, как не допустить тех ошибок, которые были допущены в 2020 году. Все будет. Армения. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.